Масштабный взрыв в Москве. Что произошло в столице РФ за несколько дней до парада? Зеленский заявляет о провокациях на 9 мая, делает новое предложение Путину и просит мир надавить на Россию. Услышат ли? В США заговорили о срыве переговоров между Москвой и Киевом. Почему и когда Вашингтон может махнуть рукой на Кремль и Банковую? Путин сделал заявление. Он и Трамп задумались о смене власти в США и России. Практически одновременно заговорили о преемниках, когда собираются покинуть Белый дом и Кремль, и кто же их заменит. Германия не пустила представителей РФ и Беларуси на церемонию, посвященную освобождению концлагеря Заксенхаузен, что передали в Минск и Москву. Гоночные автомобили из Лего, а также невероятное спасение жертв авиакатастрофы. Пассажиры самолета 2 дня просидели в болоте, окруженные аллигаторами. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Удар американскими ракетами по российским самолетам. Черный день для авиации РФ. В сети опубликованы первые кадры морского дрона Украины, о котором до последней атаки по России, в частности в районе Новороссийска, ничего не было известно. Это дрон Магура В-7, который за день сбил 2 российских истребителя. О потерях массово писали Z-паблики. Это первые 2 истребителя в истории, которые были уничтожены с надводного дрона. Украинская разведка опубликовала видео поражения. Военное издание Naval News сообщает, что Магура В-7 — это уже зрелая система по сравнению с версией Sea Dragon, которую можно считать прототипом. Новый аппарат более продуман и технически совершенен. Однако пока не ясно, вооружен ли он исключительно ракетами Sidewinder или способен нести другие типы вооружения. 2 американские ракеты Sidewinder установлены на стандартных авиационных направляющих, которые, судя по всему, можно поднимать для пуска. По дальности и характеристикам эти ракеты сопоставимы с советскими Р-73, ранее применявшимися на дронах Sea Dragon. Реальная дальность пуска может достигать 10 километров, хотя на практике она может быть значительно меньше. Напомню, Украина устроила 2 массированные комбинированные атаки объектов на территории России и в Крыму в конце прошлой недели. В Москве заявляли об уничтожении в общей сложности около 300 украинских БПЛА в небе за несколько дней, а также практически 3 десятков безэкипажных катеров Украины. Российские Z-блогеры признавали, что атака ВСУ была для Украины успешной, ведь были потеряны самолеты РФ. В Москве ликвидируют последствия мощнейшего взрыва, который прогремел несколько часов назад в многоэтажном доме на улице генерала Тюленева. Жителей 15 подъездов экстренно эвакуировали. Произошло обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами на площади 60 квадратных метров, а площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. В первые часы было известно о 2 погибших. Тела людей свисали из окон горящей многоэтажки. В городе произошло происшествие. Пожар в квартире на улице генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь. На момент записи выпуска, по предварительным данным, о которых массово писали российские паблики, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в одной из квартир. 9 мая может стать днем провокаций, так считает Зеленский, и говорит, что за этими провокациями будет стоять Россия для того, чтобы обвинить во всем Украину. Тема эскалации в День Победы остается самой обсуждаемой. Киев при этом призывает оказать давление на Россию. Зеленский посчитал, что уже 55 дней Москва не отвечает согласием на американскую инициативу о прекращении огня на 30 дней. Ситуацию, по мнению Зеленского, может изменить поддержка Украины, усиление оборонного сотрудничества по всей Европе и санкции против РФ. Накануне он также вновь предложил прекратить огонь не на 3, а на 30 дней. Например, в последние дни они говорят, что хотят частичного прекращения огня. Но вы должны знать, что количество штурмов в эти дни было самым высоким за последние месяцы. Они провели более 200 атак. Я слушал доклад генерала Сырского. Он сообщил, что вчера было более 200 штурмов. Поэтому мы им не верим. Провокации возможны. И это зависит от россиян. Если кто-то все еще им верит, они могут это проверить. Я уверен, что война закончится, как и заканчиваются долгие диктаторские режимы, и жизнь любой империи
основанный на принципах войны и неуважения к человеку, правам человека и жизни. Отмечу, что в РФ при этом считают, что за возможными провокациями на 9 мая может стоять Украина, ведь ранее Зеленский говорил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые решат посетить парад в Москве, намекая на то, что между Россией и Украиной продолжаются боевые действия и может случиться всякое. Кстати, остается всего 3 дня до начала парадного перемирия, которое предложил Путин. Прекращение огня на 72 часа не имеет смысла, так как за этот срок никто не успеет начать переговоры. Так считает президент Чехии Петр Павел, который накануне в Праге принимал Зеленского. Он также заявил, что война может закончиться в любую минуту, нужна только воля Путина. Если у кого-то есть все карты в руках, чтобы закончить войну, то это президент Путин, который может сделать это одним решением. Но пока такой воли не проявилось. А в Белом доме уже звучат негативные оценки. Трамп допускает срыв каких-либо переговоров между Россией и США. Причиной провала может быть ненависть между Зеленским и Путиным. При этом американский президент все еще надеется, что между Москвой и Киевом удастся заключить мирное соглашение. Однако, если что-то пойдет не так, то Трамп умоет руки. Настанет момент, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо. Иногда я близок к этому. А потом происходит что-то позитивное. Возможно, ничего не получится. Возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, существует огромная ненависть между этими двумя мужчинами, и также между некоторыми солдатами, между генералами. Они сражаются уже 3 года. Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Посмотрим. Не хотел бы сейчас уточнять, к какой стороне мы ближе. Но мы заключили выгодное для американцев соглашение. Интересно, но накануне и Трамп, и Путин одновременно заговорили о смене власти, как в США, так и в России. В частности, о том, кто в списке их преемников. Трамп в интервью NBC News заявил, что от республиканской партии на следующих выборах в президенты могли бы пойти 10-15 человек. В частности, вице-президент Джей Ди Венс или секретарь Госдепартамента США Марко Рубио. А вот Путин конкретных фамилий или же имен не назвал, но сказал, что постоянно думает о том, кто его заменит. Когда это произойдет и сколько еще сроков планирует быть в Кремле, также не озвучил. Говорит, все решат россияне. Я всегда об этом думаю. И в конечном итоге можно как угодно к этому относиться, но в конечном итоге ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс, но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны. Кто должен заменить Путина? Какой вы видите Россию будущего? Напишите свои варианты в комментариях. А я напомню, что представители российской оппозиции говорили, что после того, как Путин покинет Кремль, должна произойти демократизация России. Германия отправила официальных представителей России и Беларуси в черный список. Накануне в Орanienburге прошла торжественная церемония, посвященная 80-летию освобождения нацистского концлагеря Заксенхаузен. Однако на фоне продолжающейся войны в Украине на мероприятие не были приглашены высокие гости из Москвы и Минска, несмотря на то, что солдаты стран РФ и РБ участвовали в освобождении лагеря весной 1945 года. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войтке пояснил это решение политической ситуацией. Он при этом выразил признательность народам, но не Путину. Пока эта война бушует и угрожает миру во всей Европе, я не могу представить, чтобы мы здесь вместе с представителями правительства, ответственного за эту войну, проводили эту церемонию памяти. Тем не менее, мы благодарны за огромный вклад, который внесли также русские и белорусские солдаты в освобождение Германии от нацизма, заплатив за это высокую цену кровью. Мы всегда будем выражать эту благодарность.
В Германии также сейчас говорят о том, что те, кто поддерживает правоэкстремистскую и левоэкстремистскую идеологию, поднимают голову и встают с колен, и тем самым дестабилизируют ситуацию в обществе. Напомню, что из-за войны в Украине официальных представителей России и Беларуси решили также не приглашать в Бундестаг на торжественную церемонию в память о 80-летии капитуляции национал-социалистического режима в Германии во Второй мировой войне. В частности, послы России и Беларуси не получат приглашения. И теперь не о политике. В Чехии создали настоящие копии гоночных автомобилей из конструктора Lego. Такие болиды даже смогли проехать по трассе перед гонкой. Автомобили были созданы командой из 26 дизайнеров, инженеров и сборщиков Lego. Чтобы собрать такие гоночные Lego-автомобили в масштабе практически 1 к 1 по сравнению с настоящими машинами Формулы-1, ушло более 22 тысяч человека-часов, заявляют организаторы. Каждый автомобиль весит 1000 килограммов и способен развивать скорость до 20 километров в час. Настоящий вызов этого проекта заключался в том, чтобы одновременно спроектировать 10 разных автомобилей и успеть построить их к Гран-при Майами. Всего на создание этих автомобилей ушло около 23 тысяч человека-часов. Каждый автомобиль состоит примерно из 400 тысяч деталей. Конечно, это обычные стандартные детали, а также специальные элементы. И напоследок о невероятном спасении пассажиров самолета, который потерпел крушение в Боливии. Легкомоторное авиасудно рухнуло в одно из амазонских болот. Все, кто был на борту, выжили, но оказались заложниками ситуации и желанной добычей аллигаторов. 3 женщины, ребенок и пилот провели 2 суток на самолете, который чудом полностью не утонул, но был перевернут и находился под водой. Все это время этот маленький островок надежды окружали хищники, которые следили за людьми. Выжившие говорят, что помимо этого их атаковали москиты и не было питьевой воды, а пить ту, которая была вокруг, было невозможно. В нее вылилось топливо самолета, что, вероятно, и спасло от нападения тех же аллигаторов, потому что отпугивало запахом. В итоге в рамках спасательной операции людей нашли и эвакуировали вертолет. Я передал координаты места, где сошел с маршрута, чтобы подать сигнал бедствия. Я видел, как мои коллеги пролетали над нами, но нас было сложно заметить, так как самолет перевернулся, и они не видели крылья. Мы были под водой. Я просил Бога, чтобы нас не перестали искать. Это было все, чего я просил. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.